Вечер, здравствуйте всем. Всем привет из солнечной Норвегии. Наверняка вы, как и все нормальные люди, сталкивались с моментом, когда сложно понять, обиделся на вас какой-то человек или нет. Или, может быть, вы задумывались, а не обидится ли он на вас в будущем из-за чего-то. И вот как раз сегодня у нас такая тема, какие карты Таро указывают прямо или косвенно на обиду, реальную или возможную, предполагаемую в будущем. Короче говоря, мы рассмотрим старшие и младшие арканы, те, которые могут указывать на разные виды обиды. Ну и, соответственным образом, мы постараемся разобраться, откуда эта обида, в принципе, у людей берется. Коротко для тех, кто первый раз на этом канале и не знаком еще со мной. Меня зовут Пан Роман, я интересуюсь картами Таро уже 25 лет. Из них 14 лет я, как практикующий таролог, работаю с людьми. Ну, также по одному из образований я преподаватель-филолог, и, соответственно, я занялся преподаванием. А преподаю я как раз то, в чем очень хорошо разбираюсь и что люблю. Это карты Таро. На этом канале мы в открытых эфирах говорим о всем, что связано с Таро, о том, как понять эти древние архетипы и таким образом не только улучшить свою, допустим, жизнь, но еще и профессионально помочь другим. Если вы впервые на канале, ставьте лайки, подписывайтесь, и если вас что-то интересует или у вас есть, допустим, своя точка зрения на тему видео, то пишите вопросы в комментариях, я обязательно читаю каждый. Добро пожаловать на канал, и, соответственно, мы с вами начинаем. Итак, обида в Таро, да? Если говорить о том, как охарактеризовать обиду, так как вы знаете, что люди по-разному могут понимать разные определения, да, разных слов. Обида, если обобщить, то это эмоциональная реакция на ощущение некой несправедливости, какого-то унижения или даже предательства. И сопровождается это обычно чувством боли, разочарования, фрустрации и иногда желанием отомстить. Обида возникает, когда человек ожидает одного развития событий, а получает абсолютно другое. И чаще всего он получает вот равнодушие, отказ, критику, либо какое-то несправедливое отношение. И когда речь заходила о старших арканах, допустим, да, как найти вот соответствие этому определению, а это, несомненно, определение некой эмоции, я вспомнил один из древнегреческих мифов, один из античных мифов, который рассказывает о Медузе Горгоне, одной из трех сестер, которая несправедливо пострадала от действий богов. Что это за действия богов такие были? Почему именно Луна у нас определенным образом показывает на эту обиду? Ну, во-первых, это действительно эмоциональная карта, одна из самых эмоциональных карт, и говорит, в принципе, об эмоциональной какой-то реакции на все происходящее. В том числе и скрытая обида, какие-то подозрения, недоверие, чувство обмана, предательства. В общем, все то как раз о чем у нас с вами и формулируется в понятии обиды. Давайте разберем с вами, почему именно вот эта карта, именно этот миф отвечает за ощущение обиды. Потому как я думаю, что большинство людей предполагают, что архетип Медузы, Медузы Горгоны, да, одной из трех сестер, обиженной богами, связан с ощущением страха. И это неудивительно, потому как одним из свойств Медузы Горгоны и даже ее мертвой головы являлось внушение, вселение некоего страха, да, в другого человека, в живого человека, там, в каком-нибудь древнегреческого героя, античного героя. И, соответственным образом, как бы замораживало его действия, лишало возможности двигаться, лишало возможности действовать. То есть такой страх, но изначально, если говорить о истории Медузы Горгоны, то ее преследовал тот самый эмоциональный бог, которого мы знаем под именем Посейдон или Нептун, бог эмоциональных глубин. Укрываясь от, мягко говоря, чрезмерного внимания этого бога, одна из горгон, Медуза, спряталась в храме Афины, где она искала защиты. Однако
Афина эту защиту ей не смогла предоставить, так как Посейдон сделал с ней все, что захотел, и ушел. Разгневанная таким поведением Бога и Горгоны у себя в храме, Афина не нашла ничего лучшего, кроме как наказать эту самую Медузу. Афина обиделась за то, что, ну, якобы там сама виновата, сама себя так вела и прочее, прочее, да. Но по сути такая обида богини, которая отвечала за мудрость и является архетипом мудрости, да, вот такой женской, глубинной, спокойной, размеренной мудрости, да, с умением добиваться своего не с помощью силы, как мужчина, а с помощью мудрости. Вот эта самая Афина почувствовала, что не может ничего сделать с богом, который стоит на порядок выше. Это более старший бог, да. Посейдон, то есть бог эмоций, в принципе, бог эмоциональности, сделал с, скажем так, символикой души с этой самой Горгоной все, что захотел. И мудрость в виде Афины ничего не могла с этими эмоциями сделать. И, соответственным образом, вот есть ощущение фрустрации у этой богини Афины, и она раздосадованно не нашла ничего лучшего, кроме как наказать эту самую Медузу, превратив ее в такое страшное существо. В общем и целом, миф о Медузе Горгоне является ничем иным, как мифом об обиде Афины на то, что она ничего не может сделать. Ну и, соответственным образом, это эмоциональная реакция на ни в чем не повинного человека, да, ну, в частности, Медузу, пусть это не человек, пусть Горгона, но тем не менее. То есть, определенным образом у нас вот есть такой мотив внутренней, скрытой, сдерживаемое раздражение от существующей несправедливости. И если говорить о нескольких старших арканах, то, конечно, в первую очередь нам в голову приходит карта Justice или правосудие. Да, некоторые ее называют справедливость, но более правильным будет все-таки называть ее правосудием. Так вот, условная справедливость или несправедливость является результатом того, как этой справедливости мы как раз и не находим в ситуации. Поэтому карта справедливость несколько, ну, скажем так, преждевременно оценивается некоторыми тарологами как символика обиды. Скорее наоборот. Обиду мы начинаем испытывать как реакцию на существующую несправедливость. Да? То есть, когда мы не находим этой справедливости, мы начинаем реагировать эмоционально. Афина ничего сделать не могла, и если мы помним, Афина — это символика мудрости, и если мудрый человек понимает, что он сделать ничего не может, он начинает реагировать эмоционально. Ну, то есть у нас возникает чувство обиды, а чувство обиды и есть вот то самое скрытое, эмоциональное, что заставляет нас отвечать на действия неким подсознательным образом, вымещать свое раздражение, свою злость на каком-то объекте, не заслуживающем этого. Ровно так же, как любая женщина, которая, допустим, ну, не любая, многие женщины, пережив насилие, да, они направляют этот гнев и обиду, невозможность сделать что-то насильнику, они направляют на себя очень часто, обвиняют себя, и тем более, что общество этому способствует. Ну, в общем и целом, в средние века это было распространено чуть больше, чем полностью. Сейчас ситуация, слава богу, с этим меняется. Тем не менее, символика обиды очень часто заложена в карту самую эмоциональную, это карта Луна. Карта Луна — это символика комплексов, обид, той самой злости, того самого страха, который мы из-за того, что не можем полностью выразить, мы пытаемся скрыть, спрятать на обратной стороне своей реакции, да. И определенным образом все, что связано с картой Луны, вот с этой эмоционально-комплексной картой, например, карта Верховная Жрица, она может говорить о том, что обида может быть осознанно скрываема в самом человеке. Потому как Верховная Жрица у нас часто говорит о том, что не надо чего-то показывать, лучше что-то скрыть. Поэтому в ряде случаев обида может присутствовать, когда в раскладе существует, мы находим карту Верховная Жрица.
Однако, если мы не можем показать эти эмоции, вынести на всеобщий суд, эти же внутренние эмоции могут нас заставить действовать, даже если мы не очень понимаем, что именно обида заставляет нас действовать. И в данном случае разум, который не понимает, что является его мотивирующей силой к действию, да, у нас очень часто выражается картой колесница. Когда мы понимаем, что надо делать, надо действовать, не до конца разбираемся почему, но чувствуем, что вот такое действие, допустим, отомстить кому-то, да, либо накричать на кого-то, либо там что-то швырнуть, кинуть, разбить и прочее, прочее, да, то есть какое-то действие, до конца нами непонимаемое и как бы руководящее нами, и которое мы должны сдерживать и направлять в какое-то мирное русло, да, это у нас очень часто говорит о карте колесница. Итого, если мы берем три основные карты, это Луна, в принципе, карта эмоциональной реакции, отражения реальности, фильтра некой реальности, эмоционального фильтра, формирование определенных комплексов, обиды, заложенные нами, заложенные в нас в детстве, допустим, действия наших родителей и прочее, прочее. То, что заставляет нас испытывать негативные эмоции, а Медуза Горгона — это, без сомнения, символика негативной эмоции, да? Вот все, что связано с картой Луны, очень часто может говорить об обиде, о желании спрятаться внутрь, в глубину, как этот самый рак, который только-только выбрался, он думает, что его будут рады видеть, а его не очень рады видеть, и от обиды он может уйти назад, спрятаться внутрь. Только вы готовы кому-то раскрыться, показать свое истинное лицо, но если вы понимаете, что вас тут не ждут, обида заставляет вас спрятаться назад. Либо наоборот. Если вы не готовы по Верховной Жрице скрывать свои чувства, скрывать свои эмоции, вот это внутреннее чувство обиды, до конца вами неосознаваемое, может вас двигать к достижению своего варианта справедливости, да, вот как тот самый санцеликий герой, вы начинаете действовать сознательно, либо бессознательно. По карте колесница мы порой действуем бессознательно. Сама карта колесницы говорит о том, что в обиде важно действовать не бессознательно, а вот именно включать вот это самое санцеликое сознание. Так что в общем и целом миф о Медузе Горгоне говорит о том, как мудрость, разум в лице Афины определенным образом сначала вымещает свое бессилие, свою обиду на ни в чем не повинном объекте насилия, да, а впоследствии вот эту нехорошую эмоцию, которую эта мудрость и породила, она должна помочь уничтожить, убить главному герою, главному действующему лицу. И умный человек свою обиду должен обезглавить, как Персей обезглавил Медузу Горгону с помощью своей же мудрости, скажем так. Так что можно сказать, что вот этот миф о Медузе Горгоне является основополагающим мифом об обиде, о нашей эмоциональной реакции, которая формирует еще и комплексы, начиная с детства, и то, чем мы должны руководствоваться в избавлении нашего характера от этих негативных комплексов. Основная карта, которая отвечает за обиду. Не только за обиду, должен заметить, но еще и за много других эмоциональных, опять же, реакций. О карте Луна мы будем еще много говорить, так что не стесняйтесь подписываться, если вы первый раз на канале и почему-то еще не подписаны. Есть, конечно, еще и младшие арканы, которые показывают скорее не столько причины появления там обиды, допустим, либо другой эмоции, другой реакции, других действий, а скорее указывает на внешнюю сторону проявления, то есть на какие-то события этой самой эмоциональности, связанной с раскладом. Разницу между старшими и младшими арканами я более подробно поясняю, как в своих видео о старших арканах. Поищите плейлисты на канале. Есть плейлисты по старшим арканам, есть плейлисты по младшим арканам, есть более глубокое видение карт Таро в этих плейлистах. Ну, а если вам нужна практика гадания, практика понимания карт Таро в раскладах, я вас приглашаю на
на свой практический курс, который стартует у нас раз примерно в 4 месяца. Да, и это будет уже, если мне не изменяет память, уже 10-й поток курса «Грамматика Таро». Ссылочку на всю информацию по этому курсу вы можете найти в описании к этому видео. Ну а пока давайте посмотрим, что там в младших арканах у нас может тоже свидетельствовать о ситуации, о поведении человека, которое может намекать на его обиду определенным образом. И одна из самых, скажем так, распространенных, самых популярных карт, которая указывает на обиду, если речь идет о младших арканах, это без сомнения тройка мечей, которая очень часто связана с эмоциональной реакцией на какое-то событие, которое заставляет вас пересмотреть взгляды на это событие. Ну, то есть, когда вы ожидаете одного, вы ожидаете, допустим, что вас будут любить, а вас по итогу не очень любят. Да, и это, конечно, наносит боль в сердце, обиду. Вот та самая эмоциональность, которая у нас с вами в мечевой, в воздушной карте показана в виде дождя и пронзенного 3 острыми предметами, 3 мечами сердца. Я выбрал для иллюстрации этого аркана картину Курбе, которую он написал в 1844 году. Он написал сначала картину, которая изображала его таким в дреме, спящим рядом со своей возлюбленной. Вот рядом с ним была еще возлюбленная, а потом через несколько лет он с ней разошелся, она его обидела, была глубокая обида в сердце художника, и он замазал ее, закрасил, да, вторым слоем нарисовал меч и пронзенное сердце, и таким образом картина стала изображать человека с раненым сердцем, да, сердцем, пронзенным обидой из-за того, что вот любимая тебя обидела, бросила, как говорится, ты меня обидела, слез моих не видела, да? То есть он добавил кровавое пятно в область сердца, и таким образом просто спящий влюбленный, да, у нас превратился в человека, глубоко раненого обидой в самое сердце. Тройка мечей, без сомнения, тут даже пояснять не надо, почему она показывает на обиду. Я думаю, что это архетип достаточно узнаваемый. Еще один архетип, еще одна античная история. Если вы помните Илиаду, да, Ахилл, когда его обидели тем, что забрали у него там один из трофеев, там какую-то наложницу симпатичную, он обиделся и сказал: ах, раз так, раз вы не хотите признавать мои заслуги, раз как бы ожидаемая мной награда досталась не мне, я тогда обижусь на вас, не буду участвовать в вашей битве, раз вы такие умные, идите сражайтесь сами и посмотрим, как вы без меня справитесь. Надо сказать, что справлялись они не очень хорошо, да, и, ну, я думаю, что вы помните эту историю, знаете, но образ обиженного Ахилла, которого обидели, отобрав рабыню, да, вот у нас с вами выражено сразу в двух картах младших арканах. Обе эти карты четверки, только одна четверка кубков, да, вот такая тема закрытость. Я не хочу там участвовать во всеобщем веселье, я не хочу с вами вместе как-то там что-то радоваться битвам или трофеям и прочее, прочее. Я буду сидеть и грустить в одиночестве, да, я обиделся. Одно из значений, не единственное и не последнее, но по четверке кубков у нас очень явно говорит об обиженном Ахилле. Еще более явно об обиженном Ахилле у нас говорит четверка мечей. Только четверка мечей у нас указывает на ситуацию, в которой главный герой замыкается в себе и не хочет ничего делать.
Опять же, напомню, что это не единственное и не последнее значение карты четверка мечей, однако она очень часто говорит о том, что человек не хочет ничего делать. Остается наедине с собой, не то чтобы он обижен, он просто отказывается что-то делать. Закрывается от событий внешнего мира, которые мы с вами видим, вот там яркое окно, расцвеченное этим самым витражными стеклами, да, там снаружи яркий мир, яркие эмоции, а внутри он такой вот спит, ну, и как бы и все, ничего делать не хочу, выходить на улицу не хочу, буду дома сидеть, спать буду, да, все. Вот эти две карты очень часто могут указывать на эмоциональную закрытость, эмоциональную обиду и отказ в действиях, отказ в участии в каких-то событиях из-за того, что тебе не хочется, вот из-за того, что тебе неприятны те эмоции, которые вы испытываете снаружи. Один из узнаваемых сюжетов. Еще один из узнаваемых сюжетов это тот самый Прометей, который совершил свой... Да что такое там мне пишет все время? Вот. Один из узнаваемых мифов это Прометей, который украл огонь Зевса. Украл он его, потому что ему стало обидно за людей, и якобы ради людей, ну, хотя на самом деле, оправдывая свой нехороший, нечестный поступок, воровство, он оправдывал какими-то благородными мотивами. Якобы ему обидно за людей. В «Семерке мечей» у нас присутствует вот такая внешняя форма поведения человека, когда он делает что-то нечестное, что-то ворует, либо кому-то врет, либо что-то там еще такое вот как-то так нечестно себя ведет. «Семерка мечей», опять же, часто указывает на такое нечестное поведение. И определенным образом золотой фон в карте колоды Уэйта намекает на то, что намерения-то у него благородные, золотые, да, якобы это воровство не ради того, чтобы там обогатиться, а ради какой-то высшей благородной цели. Либо что это обман, вранье, да, не ради того, чтобы извлечь пользу, а ради того, чтобы вот определенным образом добиться чего-то хорошего, чего-то благородного. «Семерка мечей» часто может указывать на внешнее поведение человека, который делает что-то нехорошее, оправдываясь тем, что вот ты меня обидел, теперь я тоже тебе могу сделать что-то нехорошее, да, потому что я считаю, что это благородно, это справедливо отомстить обидчику за неправильное поведение. Ну, такая искаженная логика, но тем не менее по «Семерке мечей» очень часто это встречается в поведении человека. Еще одна из карт, которая часто указывает на обиду человека из-за того, что с ним что-то произошло, что-то случилось, что-то неприятное, обидное, хотя он действовал из самых благородных побуждений, а это не оценили, либо там дорогое мироздание вообще его как-то наказало за его благородные мотивы. Это история, вот тот фрагмент с гибелью Меркуцио в небезызвестной истории Шекспира, да, Ромео и Джульетта, когда он вступился за Ромео, а его, соответственно, убили ну, как, не то чтобы коварно, но как-то так убили, да, и он в обиде на то, что произошло, что это явно несправедливо, да, вот он проклял оба дома, Монтеки и Капулетти, чума горит на оба ваши дома, и умер. Ну, мол, типа, я хотел помочь, я хотел сделать как лучше, я хотел благородно защитить как бы своего друга от нападок, а получилось так, что как бы я умираю. Вот какая ерунда получилась. Обидно, обидно, конечно, обидно. По пятерке мечей очень часто одно из косвенных значений, из второстепенных, это та самая обида из-за проигрыша. Обида из-за того, что у тебя не получилось. Ты рассчитывал, что у тебя что-то получится, а у тебя не вышло.
не сошлось, не получилось, не фартануло, хотя вроде бы шли к победе. Вот те самые обиженные, там чуть ли не плачущие, поверженные противники, пусть они тут на этой карте не повержены насмерть, но тем не менее им обидно, что они проиграли. Вот по пятерке мечей очень часто ситуация может говорить, что ты-то выиграл, человек, ты-то, конечно, молодец, а человек, может быть, и обиделся, потому что ты добился своего. Это вот когда мужчины часто женщинам доказывают что-то, и судя по логике действий, судя по логике аргументов, мужчина вроде бы бывает прав, но обидно же, да, если вы думали как-то так, а потом ошиблись, а мужчина говорит: вот, видишь, я говорил, ха-ха-ха, вот я был прав. Есть такая поговорка, которую часто стоит вспоминать мужчинам, да, какая разница, прав ты или нет, если твоя женщина плачет, да, то есть если женщина обиделась, даже если ты был прав, то как бы, ну, и чё толку с этого? Прав и прав, ну, молодец, а вот человек ушел обиженным. Так что по пятерке мечей тоже у нас очень часто присутствует вот такого рода обида. И последняя карта, которая эмоциональная, опять же, да, часто указывает на внутреннее состояние человека, когда он обижается не потому, что все плохо, не потому, что что-то не так произошло, а потому, что он не видит плюсов. Как Отелло, допустим, не замечая того, что его жена его любит, да, что она как бы восхищается им и прочее, прочее, да, видя только негативную сторону отношений, сосредотачиваясь на мнимых недостатках, которых и нет в принципе, да, испытывает обиду и там злость, ярость и, собственно, действия, которые мы все с вами хорошо знаем, чем это все кончилось. Вот по пятерке кубков очень часто бывают ситуации, где человек не видит позитива, потому как негатив ему застилает глаза. Обижается не потому, что он на самом деле все плохо, а потому что он видит только плохое. Пятерка кубков тоже вот очень часто показывает эту самую обиду. Вот такие карты у нас с вами очень часто указывают на эмоциональную реакцию, на ощущение несправедливости, унижения или предательства, то есть на эту самую обиду. Что вы считаете? Как ваше мнение? Может быть, я упустил какие-то карты, упустил из виду. Может быть, у вас есть какие-то свои наработки опытные. Поделитесь в комментариях. Это не столько и не только байт на комментарии, сколько в самом деле интересно, что и как, какими гранями. Видите, там абсолютно разные карты могут указывать на какую-то эмоциональную реакцию. Дело в том, что вот эти мотивы обиды, там, злости, зависти, о зависти мы говорили буквально недавно, да, на одном из эфиров. Это очень широкие понятия, очень широкие и глубокие эмоции, и несколько карт их могут показывать, у разных людей разные, поэтому если вы поделитесь своим эфиром, своим опытом, вот, то это будет и мне интересно, и полезно другим зрителям, и, само собой, каждый комментарий — это поддержка и помощь каналу. Так что буду рад вас видеть на следующей лекции, да, вот.